А было бы с кем интереснее, с Илоем или с Волконовским себе? Это не случилось. Друзья, good morning, как говорят здесь. И доброе утро. Между над Пабло и за камерой Свип. Встречаем это утро в Ньюпорт-Бич на пляже. Сегодня восстановительный день у бойцов. Мы сегодня тоже восстанавливаемся, гуляем. Наша такая скуфская компания всегда может помочь в нужный момент, но также мы всегда можем и отдохнуть в ненужный момент, чем мы славимся. Сейчас поедем к Арману, он будет восстанавливаться. Потом у нас с Хамзатом встреча тоже у дома будет. Сегодня день такой чил, так что располагайтесь, возьмите много вкусняшек, возьмите с холодильника что-то вкусное, я вижу, вот у тебя что-то есть. Быстро взял, положил и готовься. Приятного просмотра. Блин, потрясающая, да, у нас прогулка с тобой? Че, знаешь, такое участие в мелочах. Да ты че, базара нет. Не, ну как в мелочах, попробуй тоже сюда доедь, да? Да, Организуй себе через блага. И так-то это легко. очень круто, друзья. Все гуляют. Hi, good morning. Ну, неприветливые, правда, в наушниках люди, ну ничего страшного. Я тоже не буду никому отвечать тогда. Life is good, man. Life is good. Вообще не в тему начал. Ну, как будто глаза закололо, да, правда? Да. Старший тоже вот нашел просто. И люди, посмотри, пляжника, да? Каких звезд только не встреч. Смотрите, пожалуйста. Арнольд Шварценеггер. Братский, как ты? Как дела? Доброе утро. Доброе. Валейкум салам. Все отлично. Вот с Пабло. Кофе, волчка. Я говорю, откуда кепки такие нашел? Кепку. Где их купить, а? Ты куда, брат? Прогуляться. Все, мы с семьей говорим. Все. С семьей разговариваем. Гурам, увидимся тогда еще. Давай, брат. Попозже увидимся. Ну вот так вот гуляешь, и вот сейчас вот я уверен, что Месси где-то встретим. Вот где-то здесь, он за забором, в общем, просто нету. Что, Гурам? Вот, такой человек, от которого именно таким спокойствием, благородством, да, Да, я, да, честно, да. тоже хотел бы, вот, я не знаю, как Обладать. Это вот личное, знаешь, но прикольно, если вот о тебе вот так говорят, как о нем, я вот думаю, что вот просто спокойный, приятный, 100%. воспитанный, рассудительный человек. Вот я тебе говорю, человек, который оживляет слово благородность. Мы просто очень давно в литературном клубе. Друзья, приехали вот в место, где ребята проводят восстановительные процедуры. Treigning Lab. Опять момент из фильма какой-то. Вот все равно, знаешь, заходишь в какие-то улочки, вот, переулочки, ощущаешь себя где-то вот из каких-то фильмов. Ну вот сразу видно, да, ребят, вот на какой машине приехал Арман. Вот сразу заметно. На Санта-Фе. Сейчас зайдем внутрь. Тут находится в таких колбах. Пабло, можешь спросить, что это такое, чтобы она рассказала? Не мог бы ты объяснить, пожалуйста, для нашей аудитории, о чем здесь идет речь? Да, Майкл, как дела, брат? Привет. Как сам Чимаев? Расскажи нам, пожалуйста, что тут происходит. Итак, мы отправляемся в гипербарические камеры. Это кислородная терапия под давлением, и по сути ваше тело перенасыщается кислородом для исцеления, и мы делаем это под давлением, чтобы оно исцелялось глубже и дальше, чем у большинства людей. Итак, идея в том, что он восстанавливает мозг, тело и душу в этой камере. Друзья, вот в таких колбах находятся вот бойцы. Илья Тапури даже здесь. Арман изучает своего бойца, смотрит интервью и готовится к нему. Who's this? Please ask. Мы находимся в тренировочном центре восстановления тренера. Вот здесь все, смотрите. Дэвид Тейлор, Helen Sells, that also one with Yeah, See all of his athletes here. Mikey Musumesi, Пожалуйста. the man, Lance Palmer, the legend. All the legends still go. Тут в основном все, вот видите, базовые борцы, грэплеры. Pico. It's only wrestling, eh? Wrestling grapplers.
What, for Yes, yes. No, I mean, он тренирует лишь тех, с кем сам хочет работать, и кто идеально подходит для его программы, так что попасть туда можно только по личному приглашению. Например, Ти-Джей был одним из первых, кто начал с ним заниматься. Чемпион UFC посоветовал Армана, и мы начали работать с Кэллом. Затем Арман порекомендовал Хамзата. Так и попадают к Кэллу. Это не для всех, понимаешь? Ну, в общем, он берет не всех подряд. Это, по сути, Это очень хороший центр. Да. Очень хороший. Борцовские ковры тоже очень Но Гараж, гараж все-таки лучше. Ну, в гараже ты работаешь, а здесь ты восстанавливаешься, понимаешь? Так что... Окей, nice. Друзья, еще хочется сообщить, что, как мне вот сказал Свип, мы первые, кто вообще зашел сюда и сняли вот такую мини-экскурсию для вас провели. Сюда не допускались ни оператор UFC, ни кто-то еще. И на самом деле это прям вот, ну, не то что захватно, это очень интересно вот, посмотреть, все вам передать, рассказать. Как ты, брат? Нормально. Он серьезный пахнет. Делай сюда один, делай ударчик. Нормально. Молодец. Ладно, я сейчас на Red Light. Что такое Red Light? Терапия. Там что-то снимать можно? Да, иди. Пойдем. Ну, коробочка зеро. Так, что это такое, объясни? Ну ладно. Это что-то типа недостающие какие-то витамины, я чувствую. Это солярий, брат. Ну ты, конечно, хорош, Юра. Хорошо. И даже здесь в телефоне, брат, серьезно? Не надо, у меня через интервью через 30 минут. С кем? Ариэл, Хедлайн. Вот в таком кабинете сейчас Арман будет созваниваться. С Ариэлем, да? Хельвани, получается. Да. Что думаешь, что с ним? Ну, надо ответить Тапуре, брат. Ты знаешь как. Что мне даже говорить? Hey Armin, this is Eric, Ara's producer. How are you? Good, how are you? I'm doing good, thanks for asking. Про Хаса тоже не забудь, да? Just give me a quick count to 5. Continues to be one of Смущать the не most будем. talked about, and another viral moment there, and another victory. Друзья, в общем, заказали такси без водителя. Такая тема уже есть в LA. Приезжает вот такая тачка. Очень много камер. Везде камеры. Водителя нет. Опа. Но есть мусор, да, от предыдущих клиентов. Да, это нормально. Добрый вечер. Здравствуйте. Hello. Он не разговорчик. Разговорчик, да? Че, поедем, брат? Есть Spotify, смотрите, пожалуйста. Смотри, как уверенно, блин. Ничего себе. Вот здесь никого, видите? Оставь. Ничего себе. А если что-то случится, кто это мне? Робот будет отвечать? Осмотрим город. Круто. Я бы в Москве только на таких двигался бы. Спасибо тебе большое. Ты довез нас очень классно, безопасно. Пока все тренируются, зашли в ресторанный дворик на Грове. Это в LA. Кто здесь был по-любому, забегал в это место. Ну, конечно, не как будто на рынке ощущения. Не как будто на нашем рынке или на рынке Jaxxson. Тут сейчас будем заказывать пасту и оценивать. Слушай, ну мы пасту взяли, что еще надо сюда, чтобы попробовать? Вот я понимаю нормальное меню. Сразу за стеклом тебе все показывают. Вот примерно как будет. Так, интересно. Пару кусков слайс пиццы можно взять. Давай, я буду чиз и машу. Да, попробуем их. One cheese, one mushroom. Друзья, вот принесли 2 куска пиццы, которые мы заказывали, пожалуйста. Вот. Нет, что ты смеешься? Это... Я, понимаешь, сделаю обзор всегда еды, где бы я ни был. Я не знал. Пахнет очень хорошо, пахнет превосходно. Оцениваем первый кусок чиз горячий. Очень вкусно, вот реально вкусно. Вот прям какая-то пицца, которая должна быть. Грибная тоже ничего, но вот мне чиз прям вообще бомба. Прям. Друзья, принесли пасту вот с креветками. Оцениваю. Честно, субъективно, по регламенту, как обычно. Очень приятный. Такой, знаете, нежный, острый соус. Не прям острый, он такой чуть-чуть потом раскрывается. Соус немножко похож на том-ям. Макароны интересные, такие в форме ракушек. Креветки, как должны были быть. Помните, я говорю, чуть-чуть резиновые.
Но еще после того, чтобы, когда вы сидите, макароны и креветки, остается этот соус, вам дают вот такой вот хлеб, что вы макали и дальше продлевали свое удовольствие. Моя оценка по 10-бальной шкале этой пасте, 8, субъективно 8. Просто 9-10 это уже я не могу вообще комментировать, понимаете? Наверное, не ел 9-10. Пицца, чиз, я ставлю тоже 8. Slim, man. I'm at a rest tip. Tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running, top gunning competition. They know who the man here. I can never fail, I can never fall. Counted up without a cashier. And last year was real 25. I'm a fast on their heels. Never last, never last. Up in gear, hit the gas. I'm a last till the mill. I can't be lacking till it's sealed. Нет, старина Люк в форме до сих пор. I lost a couple out here, it's a cold game, but I bounced back from it strong. We had it locked in for a long. It ain't no top 10, I'm the throne. This how you elevated without selling out. I kept it true to me, ain't never testing clock. It's very hot. It's very hot, bro. Never tired of running through a night. Breaking pressure if you knew it not, cause I could never settle for another spot. Up the level, I'ma make it hot, but I never sweat them. Know they wanna see a king down to his knees, please. I never let them. This is destiny and I rise every time. All of the odds I defy. They say the eyes never lie. Well, look in the mind, see the prize. 5 points, 5 points! Protect Philippe's on the ground. Hey! Oh no, it's a Jaxxson. Давай. First day back in the gym, good. Yeah. Tomorrow. He's good. He's got to get back in shape. He smells like cannolis. He moves like lasagna. Got to get him back, you know? Dad, you tired or what? Am I tired? Never. I don't know this word. You know this word? I come from Mount Ararat. Those are nice trip. Hey, you saw my good work? You can have him tonight. What happened? Тебя вот смущает, да, вот это все выбритое? Неплохая движуха здесь происходит. Тим, что происходит? Чисто вайб, бро. Видишь, как двигаются люди? С деньгами, бро. Да, очень круто. Rolex, машина такая. Биллионер. Чисто биллионер. TRX на go for it. Check a fit in a TRX, bro. Something goes hard, huh? See you later. Окей. Tonight. Don't leak the footage. Не верь людям и рыбам. Ну как прошло, Гура? Сногсшибательно. Да? Восхитительно. Как прошло ваше задержание? Восхитительно. Нет, там было блестяще, брат. Приехали домой к Хамзату Чимаеву. Вот такой вот вид. Усман самый старший здесь. По мнению же Усмана, он же и самый главный. Усламу на виллу заехали, дамы и господа. This magic. Ой-ой-ой, Матео, tutto bene. Tutto benissimo. Гурам, ты доволен сегодняшним? Работа шефа. Пищей? Да. Это искусство шефа сегодня. Говядина, булгур. Really? It's for me? Yes. Really? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Дамы и господа, пожалуйста, оцениваем. Матео. Бульдог. Yes or no? You like? Really, yes, bro. It's really good. Lamb. I know. Yeah. So yesterday night. Очень вкусно, реально. Это лопатка ягненка по 10-бальной шкале 9 сразу говорю. Матео вкусно. Вчера вечером я взял кусок баранины, сделал для нее маринад, положил ее сюда, накрыл крышкой, потом убрал в холодильник на целую ночь, а уже сегодня утром достал. О, это маринуется на всю ночь, да? На ночь. Да, чтобы за всю ночь соус как следует впитался, проник в каждый кусочек. Потом готовим здесь на очень медленном огне, а затем уже последние 40 минут на более высокой температуре. А потом я беру соус отсюда, потому что он выделяет много соуса. Переливаю его сюда, делаю редукцию, и вот именно
эта редукция придает блюду гораздо больше вкуса. Вуаля. Thank you so much. Друзья, Матео сейчас нам готовит мокко кофе из... Экселленция наполитана. Пожалуйста, наполитанское. Попробуем. Друзья, оцениваю кофе Матео Мокко по 10-бальной шкале. Эври есть? Yeah, shot. Bitter. Транкильо. Tranquillo. Очень горький, такой приятный. Не прям, знаете, вкус вот этого горького кофе, который обычно. Он здесь какой-то мягкий, горький, приятный вкус. Очень вкусно. Матео, я ставлю себе 10. Thank you, Матео. It's 1 of 10, 1 or 10, 10. Yeah. Mamma Yeah, mia. it's not problem. Yeah, no problem. Okay, $50. Sorry, it's America. I will pay only. Okay. Not cash. Just kidding. Друзья, в общем, приехали в зал Jaxxson. Что там, брат? Брат, сегодня хочу на лапах поработать. Не против, если вот здесь с краю буду? Не против, да? Чуть-чуть на лапах поработаю тоже, да? В общем, вот такая история. Rör på hodet, fint. Upp med händerna, in med hakan, fint. Обмани. Mycket fint, huvudet på plats. Друзья, сейчас проходят спаринги в данный момент. К сожалению, вообще не могу такие кадры показывать, такие заключительные спарринги, вы должны понять. Поэтому буду иногда частично показывать вам секундантов. Они все собрались, чтобы помочь сегодня Хамзату. Спокойнее. Сейчас давай, раз, два, дай ему. Опа! А ну, зайцал, это. Александр, нормально. Алейкум салам. Красавчики, все такие четкие вы. А ну, опа, баша. Вот молодежь тоже завел сейчас, да, экскурсию проводим. Ансар, как вам, братва? Да? Чемпион будешь. Будущий чемпион. Вот тут в зале они тренируются. Видите, вот здесь это зал. Вот тут все тренировки. Вот и завершился сегодня спарринг. Уверенной походкой можно возвращаться. Пабг или дота сегодня? Пабг, да, все-таки? Хамзат, просто интересно, брат. Я сейчас мячик принесу отсюда, вот туда сможешь кинуть? Просто интересно. Конечно, не смогу. Просто, брат, вот. Все, вопросов нет, едем. Она вот прям, ты знаешь, это твоя машина. Вот эти значки, вот эти ламборгини, цвет. Нет, все твое. Все максимально твое, брат. Все подходит тебе. Нету пока. Не чувствую, брат. Не чувствую. Ой-ой-ой, вот. Да, уже есть. Что, какие планы? Расскажи. Когда? Сейчас домой отдыхать? Поеду домой, брат, отдыхать, кушать, потом на прогулку. Пойдешь на прогулку? Ну, ты сегодня пойдешь? Да. Legend, Taha Agül. He's a fighter? No, wrestler. Wrestler? Olympic champion, Taha Agül. Это что за турки? Не знают своих героев. Are you on the live? Да? No, streaming. Streaming? Check Taha Agül. So what? Taha Agül. Yeah, you're right. Brother, this is legend, Taha Agül. Oh, I know by the way. I don't know him by the way. Yeah, I don't know. I don't watch wrestling. Слушай, нормально так, турков встретил, пообщался, рассказал про их же легенду, которую они знали. Слушай, блин, как же интересно. Просто так гулять, смотреть все это, я как будто в каком-то фильме иногда попадаю. А ты не хотел бы что-то, типа, вот просто с собой? А, ты хотел, у тебя же диета, да, наверное, все такое? Ну да, диета, но можно эти покушать. Что-то диетическое? Клубнику с шоколадом. Oh, Armin, dude, hey
can I take a pic? Вот, вот, I'm sorry, bro. My bad. I didn't mean to do that now. Oh my Hey, can you take a picture with me? Давай, brother. Oh my god, I can't even put it on my fucking photo. Hey, when you fighting this guy? Soon. Soon? Hey. I want to see that. Oh my god, bro, it's a pleasure to meet you, bro. Pleasure, brother. Okay, guys, see you. Meet you. See you guys. Давай направо, да, свернем. Внимание, получил уже такой, брат. Ты не устал в Америке уже? Не, мне очень нравится. Даже приятно, я бы сказал. Потому что английский не знаю. Армения, Чечня. Да, откуда? Осетия? Черкесск. О, Черкесск. Я жил в Черкесске, 9-я гимназия. Серьезно? Да. Какое совпадение, видишь, Элис? Здесь. Что вы здесь делаете? Борцы, наверное, да? Скажите, Хамзата Чимаева знает? Если не знает, тогда Арманом Царукяном. Дети в шоке сейчас будут. Нет, он знает, он всех знает. Амир, look here. Амир. Ассаламу алейкум. Как ты? You speak Russian or not? Маленько. I'm watching you right now. Look. Я, говорю, тебя сейчас смотрю. No way. How it happened? That's crazy. Да. Я Какие отцовка, он обожает вас. Он днем и ночью только вас смотрит. Okay, next time we bring Hamzata Chimаева here. Hamza's with you? No. Yeah, like big Hamza. Эй, салам алейкум. Okay, brother, take care. Давай. Как получается, прикинь? Представляешь? Он тебя смотрит, ты вот зашел. Он в шоке у меня. Давай. Ну что вам сделать? Что, Говорите. мы 3 клубники, наверное, да, будем? Там 3 клубники, да, Всё, дети, что да. ли? Да, 3 клубнички. Хотите клубнички? Да. Сейчас я вам свеженькую сделаю. Вот знаешь, что я тебя хотел спросить, вот реально? Я уже 2-2 неделю здесь. Мы с тобой в Филадельфию поехали, ты там поборолся. До этого ты здесь спарринги проводил. Вот мы приехали, ты снова здесь какие-то спарринги проводишь. У тебя постоянно какая-то подготовка к чему-то. Если не подготовка, то ты с кем-то где-то сражаешься вне UFC. Вот такой темп. Нет такого, что ты уже устал, или ты понимаешь, что в скором времени, наверное, надо будет чуть сбавить обороты и нацелиться только на UFC там. Сейчас у меня же боя в UFC нету. Из-за этого я могу бороться, делать интересный контент, у меня есть свободное время. При этом же я успеваю тренироваться. Мне это нравится, я все успеваю. Если бы там не мог бы тренироваться, тогда да. И я становлюсь только лучше, мне кажется. Даже когда борешься в рафте, набираешь там какой-то опыт соревновательный. То есть, короче, смотри, некоторые люди, которые просто вот со стороны я слышу и читаю, вот как будто они боятся, что тебе это может помешать, вот эта медийная активность, то есть там появление стримеров постоянное, что-то, вот понял, про что? Типа наши люди, они обычно такие, надо только тренироваться, там усердно, в зале. И есть такая боязнь. Типа. Ну да, но как ты видишь, я 2 раза и утром, и вечером в зале, и при этом же мы вот сейчас с тобой снимаем влог, и мы все успеваем. Да. Темп жесткий, вот честно, темп очень жесткий у тебя. Темп жесткий, потому что нету боя. Вот как бой будет, уже я сбавлю темп и переключусь на подготовку. Просто это все скипнешь? Да. Ну как, у меня будет воскресенье, где я могу снимать контент, у меня будет среда полдня, где я могу снимать контент. Ну у тебя уже вокруг и команда уже появилась. Я вижу, что там сперва там был человек, кто там в соцсети, уже там оператор, стабильно фотограф, то есть вот эти люди, они уже непосредственно твоя команда получается. Да. Так легче, удобнее. Стримить собираешься, да, наверное? Будешь стримить? Стримить. Вот сейчас я хочу подписать большой контракт и потом уже начать стримить. Там, если не секрет, кик, да, наверное? Ну, есть платформы еще разные, которые предлагают, ведутся переговоры. Да. Но я хочу начать стримить после того, как я стану чемпионом. Мне неудобно, но можно сфоткаться? Да, конечно. У меня ребенок не простит. Да, конечно. Да. Спасибо большое. Спасибо вам. Что, посмотрим, что нам дали? Давайте пока вот такой перерывчик сделаем, вот, нормально. Ну, очень большие они. Сыпет, когда я ем сладкое. Реально? А меня никогда не высыпал пока что. Тебе повезло. Давай одну съедим, ладно.
По десятибалльной. Кстати, вот я всегда оцениваю еду по десятибалльной шкале в своем влоге. Вот честно, субъективное по регламенту мнение, да? Шоколад оцени и саму клубнику. Вот. Клубника 7 Да. из 10. Угу. Шоколад есть шоколад, 10 из 10, что там оценить? Ну, бывает дешевый шоколад, бывает шоколад похожий на нутеллу. Бельгийский вкус шоколада должен быть. Да, я думаю, что разбираюсь настолько. Блин, мне тебя жалко, чувак. Давай, чувак. Делай, да. Друзья, всем привет. Вот такая клубничка. Оценим на вкус, как это все. Попробуем. Шоколад сыпется, значит, клубника уже давно была в холодильнике. По консистенции, видите, вот вкус клубники, честно скажу, не прям свежий. Ставлю 6. Шоколад из киндера. Сразу узнал. Киндеровский шоколад. Это 9 баллов. Спасибо. Так, брат, понимаешь, брат, это... Элвиса, давай снимем. Брат, фудблогер, брат. Фудблогер, я такой недавно. Это фудблогер. Давай, Элвис, ну-ка, давай. Давай ты. Я уже оценил, Ты рыбу тоже мы всё. ели с тобой. Льюис отель. Тебе тоже уже хайп нужен, давай. Угу. Давай на английском ты, чтобы англоязычный. Да, оцени клубнику и шоколад на английском. From 10 points, strawberry, like 7, 8. And chocolate, 6. Chocolate can be better too. Еще один 7, все. Должны были сказать клубника бомба, честно говоря. Так, мы обсуждали Twitch, ну не Twitch, а платформу, да, стримерскую. А вот что ты, типа, уже думал, что ты именно стримить будешь? Просто лайфстайл? Ну, играть же ты не умеешь на играх какие-то. Нормальные игры буду стримить. Футбол, теннис. Не, лучше, короче, лайфстайл, правильно? Куда ты двигаешься, где ты гуляешь, что-то там приготовить, если в кайф. Или там сидеть перед компьютером, смотреть какой-то сериал, фильм. Рилсы листать. Рилсы листать, да. Ты будешь первым, кто просто стримит, как рилсы листает. Блин, зачем вы это заказали? Вкусная тема. Брат, ты больше всех сейчас съел. 3. Да, он 1, я 2, ты 3. У нас говорят, Бог любит троицу. Я понял. Просто я хотел, я думал, типа, никто не будет в конце, знаешь, интервью. Покажи еще. На хавку пробивает. Ну, ночью бывает такое. Слушай, полулегкий вес, спуститься, чтобы с Волконовским за титул подраться. Там пытается Мовсадевлоев дойти до него. И сейчас вроде после крайнего боя ему там обещали. Вдруг в теории, так просто сейчас спрашиваем, если предложат там с ним, если он уже с поясом будет. Не просто бой, а если он будет с поясом. Евлоев. Подерешься? Да, конечно. Ну, за пояс можно подраться. За пояс можно подраться. А было бы с кем интереснее, с Евлоевым или с Волконовским себе? За пояс опять. С Волконовским. Да. Почему? Ну, поинтереснее, знаешь, у него там много очень защит. Он более медийный. Люди его знают. Слушай, вот интересный вопрос, который никто не задавал, Арман, к сожалению, из-за твоей очень сильной активности, ну, они не могут так быстро штамповаться, чтобы их себе задать. Но вот, допустим, есть такой вопрос. Вот Тапурия уже сам озвучил, ты ранее говорил, что в случае травмы Гейджи ты выйдешь на замену. Тапурия это тоже подтвердил, что он будет с тобой драться. И как ты думаешь, вот реально опасается ли он этого разворота сюжета, что Гейджи травмируется, и ему придется сразу переключиться на тебя? Да я думаю, он пока об этом не думает, потому что этого не случилось. Гейджи из боев вообще редко бывало, что вылетал. Чтобы не будет с Гейджем, он выйдет туда и просто заберет свой кэш, свои деньги, потому что он заработает большие деньги. Если у него даже, ничего страшного, он все равно знает, что это его последний бой, он просто большие бабки заработает и уйдет. Если даже он проиграет, он все равно заберет хороший гонорар. Это понятно, но все же, вот как будто бы для UFC, для фанатов сейчас вот твое появление UFC, и вот именно в таком моменте, как на замену на короткую... Это будет джекпот для меня. Но не только для тебя, и для продажи там трансляции, ну сейчас нет трансляции продажи, но все равно вовлеченность фанатов 100%. Именно на турнир. Будет громкий бой. Как бой вот Хамзат против Стрикленда, даже мощнее, мне кажется.
А как ты считаешь, нужно ли вас также тогда разъединять, с одной гостиницы убирать, не делать face-to-face, который делал сейчас на Paramount? Не знаю. Ну окей, ты бы как себя повел бы, если Я вас... не знаю, я так говорю, что нормально себя поведу, а туда выйду и сразу дам с головы. То есть, блин, тебе надо сейчас вообще держать UFC, вот прям в осторожности. То, что ты там сделал с Фейбером, да, вот я потом думал, вот они сейчас это все видят, и такие, блин. Что делаю? Что? Это не у них же. Ну или ты такой, ну, ты такой сам по себе же. Нет такого, что это все ради чего-то? Не, ну все само вылетает, да, автомата. Я очень бы хотел бы сейчас реально этот сюжет просто. Вот и что ты на замену, что Хамзат там остается, тебе тоже помогает и считает добой. Поезд завираем, вылетаем домой. С 2 поясами просто. Блин, это был просто лучший сюжет, реально. Посмотрим. Все равно наши от нас не уйдет. Это в любом случае. Ну, хорошо, тогда мы оставляем этот момент, что он проводит свой бой с Гейджи, и ты сразу хочешь с ним драться за пояс, или у тебя есть промежуточный? Не, я хочу сразу с ним за пояс подраться. Промежуточный бой не буду делать. Ну, если там за BMF предложат с Оливерой, тогда подерусь. О, есть смысл, да, за BMF? Ну да, забрать и потом уже пойти за настоящий титул. А Оливера это проходной вариант или что-то интересное? Это опасный вариант, но все равно как бы 99% я должен играть. Если я Оливеру не пройду, смысл дергаться дальше. Слушай, еще, знаешь, еще фанаты многие... Сейчас вернемся к бою Хамзата и Шона. Там говорят, что в разных гостиницах будут жить и так далее, но face-to-face, которые UFC face-to-face и пресс-конференции, они же состоятся в любом случае. Просто Дан Уайт говорил про Paramount face-to-face, что не будет, но и люди спутали. Многие думают, что не будет пресс-конференции вообще, типа, в принципе. Вот пресс-конференция происходит, и можешь ли такое, вот ты как друг, ответь, Хамзата, такое быть, что Хамзату что-то не так, он переключился, и тут всех сметает и на него бросается? Я думаю, что... Я тебе сейчас, знаешь, чисто как фанат спрашиваю, потому что... Ты никогда не знаешь, в голове, допустим, он понимает, что этого не нужно делать. Да. Но когда там находишься, ты не можешь иногда себя контролировать. Тем более человек, который не следит за языком, болтает. Но как друг я бы, конечно, посоветовал быть хладнокровным, дождаться боя и в бою решить вопрос. В ожидании уже? Там меньше 3 недель уже Уже осталось? 2 недели осталось. Да. Я да? очень жду этот бой. Как фанат, как человек, который в этом бизнесе. Да, вообще прикольно было даже наблюдать сегодня, знаешь, в зале, когда ты подсказываешь ему, и Гурам подсказывает, и мы понимаем, что там Гурам из команды Ильи, а вы все вместе в одной команде. Мы все вместе помогаем Хамзату, разницы нет сейчас, кто, это кто очень чей круто. друг. Как бы. Это очень круто. Мы тут все, что помочь ему, и что он оставил свой титул у себя. Попрощаешься там с нашим 5-м влогом? Это 5-й влог уже? Да. Вот, что-нибудь отправь на карту, да, тоже. Брат, я когда все сделаю, я тебе обязательно сделаю огромный подарок. Давай, субмарин, Rolex. Все. Когда заработаю хорошо. Хорошо, Эй, спонсоры, сюда быстрее, чтобы я мог подарить Арману субмарин Rolex. Хватит, он нету. Я сейчас ухожу.